Когда цветок объявит всем, что дружба между монстрами и людьми восстановлена, соберутся 7 человеческих душ в круг и принесут они монстрам свободу. Давным-давно жили в мире люди и монстры. Жили они в мире, всегда помогали друг другу. Никто даже не знал слова «война». Но добро было недолгим, люди начали меняться в худшую сторону. 2015 год. Мир поделился на два государства – люди и монстры. Людям было все равно на то, что творится вокруг них. Им было все равно от слова совсем. Почему? Ну, в их государстве люди не имели права голоса и делать что-то по-своему. По мнению их президента, все должно было быть так, как захочет он. Его страна должна была быть самой сильной и лучшей во всем. И это должны были признавать другие страны. В это время у монстров было иначе. Они были намного добрее, всегда старались друг другу помогать, а король и королева старались сделать жизнь для своего народа лучшей. С их командной работой, государство монстров начало процветать. Но президенту не понравилось, что монстры жили намного лучше людей. Ему стало завидно. Собрав партию провокаторов, людей, которые жаждали исчезновения монстров, они объявили войну им, чтобы уничтожить их народ. Вскоре люди одержали победу и решили с помощью магии заточить монстров в подземелье, в горе Эббот. Изменились ли после этого люди? К сожалению, нет. Успокоившись после трудной войны, практически ничего не изменилось. Государство людей осталось таким же, разве что население стало намного меньше. Хотя, кого это волновало? Все же существовал малый процент людей, которые отличались от остальных. Они искали внимания и понимания от окружающих, и, конечно же, так и не находили. Они были самыми обыкновенными людьми, такими же добрыми, как и монстры. Но их было очень мало. И эти люди хотели, чтобы они союзничали с монстрами и жили в мире. Но правительство такого не позволяло. В этот процент входил Кара. С самого рождения его мать умерла. Папе было все равно на него, и только его родной дедушка Эдвард был ему лучшим другом. Дедушка научил Кару многому: дело по дому, биться и орудовать ножом, защищаться от атак. Также Эдвард рассказал ему все, что знал о монстрах, как выглядят их характеры, что у них есть магия и его дружбу вместе с черепахой Герсоном. Дедушка, я дома. Дедушка? Дедушка, что с тобой? Очнись. Господи, он же холодный. Я позвоню отцу. Папа, пожалуйста, приезжай домой. Тут. Кара, я же на работе. Не звони мне по пустякам. Но папа, там дедушка. Разговор окончен. Пока. Все напрасно, дедушки больше нет. Мы ведь так весело проводили время: учеба, развлечения, рассказы о монстрах. Постойте, монстры. Точно? Почему бы мне не уйти из этого скучного мира людей и не попасть к монстрам, которые умеют слышать других? Захвачу с собой дедушкин кинжал, он никогда не подводил его. Дедушка рассказывал, что желтые цветы — это цветы монстров, а белые — людей. Но что тут делают белые?